Очень много людей болеют заболеваниями кишечными. Это целый ряд заболеваний, это гастроэнтероколит, это энтериальные заболевания, там, ну, их очень много. Болезнь Крона, там функциональная диарея, там очень много, язвенный колит, язвенное заболевание и так далее. Этих заболеваний очень много. Гастрит, гастроэнтероколит, энтериальный там, рефлюкс. И этих заболеваний их очень много. Я вот хочу вам дать такой вот очень интересный народный способ. Он потрясающий по своей эффективности, и в свое время, благодаря моей маме, помог мне в раннем возрасте. Она меня вылечила с моей родной теткой Майей, и помогли вылечить язвенное заболевание двенадцатиперстной кишки и язву желудка. Это все появилось по непонятным причинам, видимо, было связано с неврозами или там, с общим складом характера, холерическим, невротическим. Я был худой, кучерявый и очень нервный. И, скорее всего, это спровоцировало появление данных заболеваний. Курсы лечения тогда не дали каких-то особых результатов. Как правило, это частое явление, которое возникает у людей, которые пробуют лечить заболевания желудка. Ну и почему-то вспомнилось мне, как они меня лечили. Почему я это вспомнил? Когда-то я давал такой совет еще где-то в 2009-2010 году в интернете. Там было мое вот это эссе, где я рассказывал о том, что можно приготовить определенный раствор, которым можно помочь себе избавиться от всех заболеваний желудочно-кишечного тракта. И недавно, когда я занимался оптимизацией своих видео на своем канале YouTube, я нашел это видео нечаянно и удивился огромному количеству хороших отзывов под данным видео. Много людей написало мне о том, что да, они использовали и при простудах, и при заболеваниях желудка, и при плохом запахе изо рта, и при заболеваниях гепатита, и при отравлении, и от алкоголизма, и там куча, и при неврозах, и от бессонницы, и при диарее, и при там неспецифическом язвенном колите, и при заболевании Крона. И везде были одни и те же хорошие результаты. Хочу вам дать сегодня такой вот рецепт. Он очень несложный. Необходимо взять 100 грамм овсяной крупы в виде пластивцев, как это сказать, хлопьев. Возьмите не сладкие, не соленые, там геркулес, да? Возьмите его 100 грамм на 1 литр воды и варите 1, 2 или 3 часа до того момента, пока эти хлопья полностью не растворятся в данной воде. После чего слейте в банку 3-литровую, поставьте в холодильник. И его не нужно пить теплым. Каждый день выпивайте четверть стакана или полстакана. Можно 1 раз или 2 раза в день. Если вы заболели гриппом, заболели простудным заболеванием, у вас болит желудок после еды, болит желудок на протяжении дня, вы не можете спать, у вас бесконечные диареи или у вас ожирение, принимайте вот такой, я не знаю, узвар можно его назвать. Получится такой кисель, он обычно без вкуса и без запаха. Можно добавить небольшое количество, ну желательно не добавлять, но можно добавить какую-нибудь специю, там можно карри или куркуму. Но я рекомендую без специй. Ни в коем случае не добавляйте чеснок и лук, и сахар не добавляйте, и мед. Оно с медом и солью еще хуже, чем без соли и без меда. Такой получается энтеросорбент своего рода. Выпивая его, ощущение такое, как будто сразу же теряется аппетит, не хочется есть. Но через 2-3 дня после применения данного препарата, если можно его так назвать, появляется общая слабость, усталость, сонливость. Это говорит о том, что происходит снятие невротического состояния. То есть невроз любой, он приводит к тому, что у человека появляется мышечное напряжение. Применение данного препарата, в нем находится огромное количество калия и магния.
И применение данного такого узвара может помочь вам эффективно восполнить дефицит и калия, и магния в своем организме, что профилактически будет уникальным для восстановления нервной системы, мышечной системы, опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, ну, в общем-то, фактически от всех заболеваний. Также я рекомендую при вирусных заболеваниях, действительно очень помогает. Я не один раз в своей жизни пробовал это. Могу сказать, что действительно рецепт толковый, хороший. Можете рекомендовать своим знакомым, друзьям и близким. Пусть пьют и выздоравливают.